Всем привет! И это 7-й выпуск исторического туризма от мира Сан-Андреаса, где я покажу вам места, которые имеют связь между игровым миром и миром реальным. А именно объекты исходного материала, которые послужили текстурами в игровом мире. Или просто решения, которые были заимствованы в игру, даже если для этого не пришлось делать специальные снимки для текстур. Следующее здание от мотеля Джефферсон в сторону запада – это угловой ряд магазинов с прилегающей к нему парковкой, который мы знаем в основном из-за наличия в нем первого и единственного в Лос-Сантосе магазина Suburban. А перед парковкой присутствует повторяющаяся дважды вывеска магазина, который называется Pick and Go Market, что переводится как «хватай и беги». Я сначала подумал, что название магазина вымышленное, но нет, потому что такой реальный магазин по адресу 2610 Сан-Педро-стрит называется также, за исключением одной буквы, которая созвучна с предыдущей, и одного орфографического знака, который сменил свое расположение с левой стороны от буквы N на правую. В реальности он, кстати, также сменился, но аж ко второй половине 2015 года. Увидеть эту желтую вывеску у нас не получится, так как с 2007 года она уже переоформлена. А еще я чудесным образом нашел видео, где человек на авто проезжал около этого магазина в 1989 году, и там также видно, что содержимое вывески этого магазина было иным, а текст под названием магазина был написан в один ряд. Да, и детализация этого видео не позволит нам прочесть его. Но, зная, что это тот самый магазин, можно заметить, что номер в адресе был изменен с 2610 на 6610, и название улицы исправлено на вымышленную Сан-Пиесо-стрит. Все текстуры были правлены на ПК-версии игры, а вот на PS2 магазин с такими вывесками в Лас-Вентурасе имеет явно оригинальное название улицы и адресный номер, несмотря на небольшой размер картинки. Также в игре встречается и витрина этого магазина, но она никогда ни в едином случае не совпадет с его вывеской. Витрина соответствует настоящей по своей форме, а также по номеру 2610. Которые на этот раз не удосужились исправить. На углу от Гленпарка есть бизнес с уже встречавшейся нам ранее витриной, который называется Diamond Specialist, и к нему не прилагается уникальная витрина, как тут, так и под аркой бульвара Святых, где этот же магазин более плотно занимает угол блока. А еще это одно из многих мест, где в составе текстуры содержится небо, которое они удосужились убрать альфа-каналом для применения в игре. Наяву такое заведение было. Называлось оно сначала Pack Diamond Specialists с периода ранее 1973 года по промежуток между 1998 и 2004 годами, а затем называлось Leon Diamond Specialists и находилась по адресу 3116 бульвара Сансет. Просуществовало оно приблизительно до 2009 года. Текстура баннера на ПК-версии игры не содержит главного названия заведения, в отличие от текстуры на PS2 версии. Поэтому на том месте, где должна быть надпись названия магазина, которая в тот период была Leon, мы видим еще одну надпись Diamonds. Есть еще несколько заведений слева от этого, баннеры которых, вероятно, могли использоваться в игровых текстурах. Но мне не удалось их увидеть нигде, а единственное, что создает связь между ними и игрой, это совпадение в последних 4 цифрах номера телефона. Одно заведение называется предположительно Racing Pit в миру и Pacing Tit в игре. Как правильно перевести Pacing Tit на ваш язык, думайте сами. Текстура из PS2 версии игры нам подсказывает, что помимо номера телефона еще предлагался веб-сайт, но его сложно разобрать в силу сжатия картинки.
Да, и очень маловероятно, что этот сайт не ликвидирован за весь немалый период, когда бизнес не активен. Бизнес по этому адресу мы видим иной, как на изображениях из Google Panorama с 2007 года, так и на старых пленочных снимках до 1998. Следующая вывеска могла находиться слева от этого здания на небольшом строении около парковки, где номер телефона также совпадает с последними 4 цифрами с тем, который мы видим в игре. Уже не в первый раз мы замечаем, как текстуры, располагающиеся рядом в игре, находятся недалеко и вне игры. Наверное, в связи с порядком периода их создания и обработки фотографии одной и той же локации. Часто во время защиты территории в районе Гленпарка наши перестрелки происходят около этого небольшого двухэтажного торгового центра с декоративными полукруглыми выступами. Насколько я знаю, в игре он никак не называется, но есть очень похожее на него здание по адресу 5465 бульвара Санта-Моники. И оно находится не перед парком, как в случае с Сан-Андреасом, а напротив того самого Тики-театра и Доллар-дискаунта, от которых неподалеку и оригинальный Доллар Макс. Нет прямых визуальных совпадений между табличками от магазинов из реальной Виндзор Плазы и игровой, потому можно всего лишь предположить, что за несколько лет они сменились на новые, либо авторы данного объекта не использовали текстуры из фотографий Плазы, а просто сложили ее архитектурно узнаваемой, задействовав посторонние, но подходящие для такого здания текстуры. Через один квартал от Гленпарка в довольно непопулярном месте можно увидеть множество уникальных и ни разу не повторяющихся в игре заведений. Одно из которых это салон для стрижки домашних питомцев с соответствующим названием Pet Grooming, который может выделиться среди остальных фасадов наличием 2 квадратных коробочек, которые также присутствовали в реальном салоне The Bowsery Pet Grooming по адресу 4448 Imperial Highway в Инглвуде. Тогда, когда это заведение еще существовало, так как после 2012 года на его месте будет территория для огромного количества автомобилей, а затем пустота. Рядом с салоном стрижки питомцев можно узреть довольно детальный фасад с перилами и пандусом, но от него нет никакого толку, ведь там нигде нет входной двери. А окна витрины выглядят так же, как и во всех соседних магазинах, если кто-то обращал на это свое внимание. Хотя вряд ли, ведь сложно оторвать взгляд от этого столба, лампы на котором держатся на добром слове. Этот бездверный фасад принадлежит магазину садового оборудования под названием N&P Garden Equipment, который в Сан-Андреасе один, но его рекламу можно встретить на 2 рекламных столбах в Виллоуфилде. И это немного странно, так как на подобных рекламных столбах обычно располагаются оповещения об активных бизнесах, которые находятся совсем рядом с ним или же размещены в плазе, от которой и поставлен такой рекламный столб. Вспомните вот недавнюю Виндзор Плазу. Но плаза на этой улице не может нас порадовать хотя бы маленьким упоминанием такого магазина. В Лос-Анджелесе такой магазин не имеет сходства по размещению ни с плазой и ни с промежуточной частью ряда одноэтажных магазинов, так как он стоит отдельным зданием по адресу 4460 Imperial Highway в Инглвуде и называется J&N Garden Equipment. Создатель текстуры всего лишь перевернул логотип на 180 градусов, чтобы получить новую читаемую аббревиатуру в игре. Магазин был разрушен после 2012 года, как и салон стрижки питомцев, так как они находились не слишком далеко друг от друга на одной улице и даже по одну и ту же сторону дороги. Правее магазина садового оборудования располагается большой гараж, который имеет необычное размещение крыши относительно остальной потолочной поверхности гаража. А также можно заметить уже знакомое нам неаккуратное использование текстуры, из-за чего на стене гаража видны небольшие остатки изображения неба.
Этот гараж – это мастерская по анодированию металлических изделий, а анодирование – это процесс электролитической пассивации, используемый для увеличения толщины естественного оксидного слоя на поверхности металлических изделий. Да. Которая называется STA White Anno и имеет свой номер здания 2217, а также небольшую табличку, предупреждающую о видах и уровнях опасности в данном месте. Такие знаки в виде цветного ромба содержат на себе цифры, которые обозначают степень опасности в конкретном ее проявлении. А если вы наткнетесь в интернете на статью о культе 4 алмазов или еще какую-то мистическую ересь, авторов таких статей и прочих сказок смело посылайте куда подальше. Напоминаю, что здесь мы обсуждаем только реальные вещи, отталкиваясь от официального игрового канона и стараясь избегать любых заблуждений на основе беспочвенных слухов и выдумок. Касательно ромбообразного знака, цифры на нем в точности соответствуют тем, которые указаны на такой же табличке в реальной мастерской по адресу 1237 Восточной Флоренс-авеню, где это заведение имеет иной номер здания и называется STA Bright Anno. Но, увы, ни символ в виде ромба, ни номер адреса, ни главный баннер с периода первых доступных нам панорам не выглядят так, как в игре. Возможно, и эта кирпичная стена с куском неба тоже могла быть вырезана из этого гаража, но еще не была окрашена в оранжевый цвет. А сам бизнес между 2009 и 2012 годом убрал свои обозначения, после чего по этому адресу начала работать автомастерская. А то, что мы не ошиблись в поиске реального заведения, может доказать то, что на PS2 версии игры этот гараж имел оригинальное название, а также правильный адресный номер. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, а чтобы узнать больше, подписывайтесь на мой канал и следите за появлением новых выпусков исторического туризма от мира Сан-Андреаса. Всем пока и до следующих встреч!